Глава 206. Случайность. Слова этой молодой женщины, очевидно, вызвали удивление у учеников секты маскирующейся Луны. Основываясь на их опыте последних 2 дней, до тех пор, пока демонический зверь высшего уровня был связан их боевым предкам, ни одному из них не удавалось сбежать ограничения кольца за короткий промежуток времени. Как этот демонический зверь смог сбежать так быстро, хотя их сердца были полны сомнений, они не осмелились игнорировать предупреждение молодой женщины, и они немедленно стали чрезвычайно осторожными. Конечно, атака красно-синих колонн стала еще более ожесточенной. За доли секунды на теле черного водяного дракона появилось более 10 кровавых дыр. Из-за крови дракона большая часть болота уже стала красной. Конечно, это еще больше разозлило дракона. Он издавал такой вой, который сотрясал все подземелье и заставлял его гудеть. Это привело к тому, что все люди почувствовали внезапный приступ головокружения, потому что все вокруг них тряслось. Внезапно раздался оглушающий звук взрыва. Когда все пришли в себя и начали осматриваться, их выражения резко изменились. Магическое сокровище все еще неподвижно плавало в воздухе. Однако демонический зверь словно растворился в воздухе, оставив свою кожу висеть на кольце. Этот демонический зверь на самом деле сбросил свою кожу и сбежал. Мало того, что ученики из секты маскирующейся Луны были удивлены, но даже молодая женщина, увидев это, была чрезвычайно ошеломлена. Хотя она и прокричала ученикам, чтобы они были осторожнее, она никак не ожидала, что дракон в самом деле может сбросить свою кожу. Сила черного водяного дракона была слишком велика. Силы ее магического сокровища было недостаточно, чтобы продолжать сдерживать его. Испытав ограничительную способность кольца, дракон понял, как оно работает. Возможно, поэтому он и позволил ранить себя. Сердце молодой женщины сжалось, когда она подумала об этом. Ее лицо тут же побледнело, а она старалась взглядом найти дракона, желая проверить свою ужасную догадку. Он там. Зоркий ученик из секты маскирующейся Луны был первым, кто обнаружил демонического зверя, который висел в самой верхней части подземелья. В это время он выглядел совершенно иначе, его нынешняя форма сильно отличалась от того, как он выглядел раньше. Его черное тело стало белоснежным, на нем не было чешуек, к тому же он увеличился в размере до 60 метров. Только слабые шрамы оставались там, где он был ранен, они были настолько слабыми, что их едва можно было различить. Самым шокирующим было то, что треугольное змеиное тело значительно увеличилось в размерах, а сквозь его острые рога стали светиться слабым светом. Из его живота также торчало несколько белых рогов. Этот демонический зверь фактически превратился из змеи в водяного дракона, приняв свою полную форму. Видя эту форму черного водяного дракона, люди из секты маскирующейся Луны, естественно, были чрезвычайно шокированы. Однако, прежде чем они смогли предпринять что-либо, молодая женщина, стоявшая впереди них, снова отдала приказ с бледным лицом, из-за чего они были удивлены еще больше. Всем отступать. Черный водяной дракон уже достиг 2-го уровня. Его мощь намного выше культиватора стадии формирования ядра. Так что даже все вместе мы ему не противники. Немедленно уходите, я попробую ненадолго задержать его. Сказав это с серьезным тоном, она тут же взмахнула рукой, повелев кольцу вернуться к ней. Затем она приняла оборонительную позицию. Когда ученики из секты услышали это, они немного засомневались. Хотя этот змей всего лишь сбросил кожу, его внешний вид сильно изменился. Пропали даже те серьезные раны, которые они нанесли ему. Им было трудно поверить, что сила этого демонического зверя могла так измениться в мгновение ока. Но в тот момент, пока они колебались, им пришлось горько сожалеть об этом. В этот же самый миг белый дракон внезапно переместил свое тело и бросился, словно молния, в пространство над учениками из секты маскирующейся Луны. Затем он широко раскрыл рот, и из его рта вырвался огромный поток пурпурной жидкости. «Быстро спрячьтесь, вы не сможете отразить его». Молодая женщина беспокойно закричала, в то же самое время ее магическое кольцо сразу же увеличилось в несколько раз по размеру и заблокировало поток пурпурной жидкости. Услышав это, некоторые более сообразительные ученики либо немедленно развернулись и вбежали в тоннель из лазурного камня, либо продвинулись на несколько шагов вперед и скрылись под магическим кольцом. Оставшиеся 5 или 6 учеников были слишком уверены в силе своих магических инструментов. Они не только не стали прятаться, а вместо этого выпустили несколько магических предметов в надежде, что они смогут так себя защитить. Казалось, они решили встретиться с ним лицом к лицу. Идиоты! Увидев некоторых учеников, что ее не послушали, молодая женщина позеленела от ярости. Однако ее магическая сила была ограничена, и у нее не было возможности увеличить магическое кольцо еще больше.
первую очередь она защищала себя, как и ожидалось. Далее случилось то, что доказало слова молодой женщины. Пурпурная жидкость, которая не охватывала радиус действия магического кольца, свирепо обрушилась на остальных учеников. Магические инструменты, которые они использовали, мгновенно растаяли под натиском пурпурной жидкости. Эти ученики даже вскрикнуть не успели, прежде чем исчезнуть без следа под натиском пурпурной жидкости. На том месте, где они стояли, осталась только большая дыра глубиной в несколько десятков футов. Данная сцена глубоко поразила выживших учеников, в результате чего их лица побледнели. Когда черный водяной дракон уничтожил этих нескольких учеников, казалось, он слегка успокоился и перестал изрыгивать эту жидкость. Вместо этого он равнодушно посмотрел на молодую женщину. Это выглядело так, как будто он совершенно не считал ее равным себе по силе противником. «Почему вы все еще пялитесь? Быстрее уходите!» Он только что перешел на вторую стадию, и у него еще недостаточно жидкости дна, поэтому он пока не сможет атаковать. Молодая женщина холодно скомандовала с мрачным лицом, не обращая внимания на пристальный взгляд черного водяного дракона. Затем она с горечью сказала себе: «Ты всего лишь маленькая змея, которая только что достигла до 2 класса, как ты смеешь смотреть на меня сверху вниз? Если я успела восстановить полностью свою магическую силу, я бы давно захватила тебя и заставила охранять мою бессмертную пещеру». Не обращая внимания на раздраженное выражение лица молодой женщины, остальные ученики секты маскирующейся луны, увидев развернувшуюся на их глазах трагедию, не осмелились дольше оставаться на месте. Они поспешно отступили в тоннель, а затем дико рванули наружу. Вскоре после этого позади них раздался вой демонического зверя, а также ругательство молодой женщины. Позади них определенно началось жестокое сражение. Ученики, взбирающиеся по лестнице, были в ужасе от страха. Их боевой предок ясно сказала, что сможет сдержать его ненадолго. Они не могли задерживаться ни на секунду, в противном случае они серьезно рисковали быть пойманными в лапы дракона. Тоннель был слишком узким, и им было негде скрыться. Так что очевидно, что их ждала ужасная смерть. В это время молодая женщина летела, преследуя черного водяного дракона. Она была вся мокрая от пота. Ее магическое кольцо защищало ее тело от атак дракона. Она великолепно владела им, что в свою очередь непрерывно раздражало зверя. Однако свирепое животное ничего не могло сделать ей, поскольку ее техника передвижения была чрезвычайно быстрой. Молодой женщине явно не хватило сил, поскольку она управляла магическим кольцом только одной рукой, в то время как другая рука держала огненно-красный духовный камень. Она непрерывно поглощала его духовную ци в попытке восстановить свою собственную магическую силу. После того, как молодая женщина почувствовала, что прошло достаточно времени, она достала огненный камень и вытащила яркий золотой талисман. Она воспользовалась тем, что внимание черного водяного дракона было полностью сосредоточено на ее магическом кольце. Она взмахнула рукой, и этот золотой талисман стал полосой золотого света, выстрелив в сторону демонического зверя. Когда он появился перед его телом, золотой свет внезапно разделился на бесчисленное количество золотых нитей и крепко связал этого демонического зверя. У него было возможности пошевелиться, в результате чего он разозлился еще больше. При виде этого она неохотно взглянула на золотой сундук, висевший в воздухе нефритового павильона, прежде чем стиснуть зубы и лететь обратно к входу в тоннель. Она четко понимала, что этот золотистый талисман среднего уровня не может слишком долго удерживать демонического зверя. Она четко понимала, что ей лучше поскорее покинуть это место. Что касается сокровищ внутри этого золотого сундука, она подумала о способах заполучить их позже, как только молодая женщина приземлилась перед тоннелем и собиралась войти в него, как из тоннеля раздался оглушительный крик. Этот крик становился все ближе и громче, в результате чего молодую женщину объял страх и неуверенность. Она не решалась войти в тоннель. Внезапно в туннеле появился ослепительный лазурный свет, который пронесся сквозь тоннель, словно сильный поток. Казалось, словно лазурный тоннель ожил. В мгновение туннель длиной в десяток футов, казалось, не имел никакого зазора. Когда молодая женщина увидела это, она поспешно отступила на несколько шагов, как будто увидела призрак, и закричала: «Техника 5 маленьких элементов горы Кхуми». Затем ее лицо стало мертвенно-бледным, и она безрассудно смотрела на исчезающий туннель. Уверенность на ее лице мгновенно исчезла. В это время, позади молодой женщины, золотые нити, сдерживающие тело черного водяного дракона, начали рваться на дюйм за дюймом. Этот демонический зверь вот-вот мог разорвать свои путы. Когда молодая женщина пришла в себя и обернулась, чтобы увидеть, что произошло, ее сердце забилось еще сильнее, словно она падала в пропасть. В большом вестибюле каменного храма, за пределами туннеля, около 10 учеников из секты маскирующейся луны с ужасом смотрели на одетую в белые одежды женщину.
Она на самом деле была коварной женщиной, которая называла себя одной из двух красавиц, близнецов секты маскирующейся Луны. Однако в этот момент ее лицо было бледным, и она, казалось, была в растерянности. «Младшая боевая сестра Чжао, что именно вы только что сделали? Почему после того, как вы бросили в туннель странный талисман, исчезло отверстие в туннеле? Неужели вы хотели убить боевого предка Южного дворца?» Ученики обоих полов строго спросили с испуганным выражением лица. Это совсем не шутки. На этот раз боевой предок действительно мог больше никогда не появиться, а значит, что их судьба была бы довольно трагичной. После того, как они вернутся, в лучшем случае они будут исключены из секты, в худшем случае их жизни будут в опасности, и им придется страдать. Они очень ясно знали о значении для секты потери культиватора стадии формирования ядра. Таким образом, у них были все основания для переживаний. Я ничего не сделала. Я только поставила промежуточный низкоранговый талисман 5 элементов возле входа, намереваясь дождаться, пока демонический зверь приблизится к нему, чтобы активировать талисман, чтобы нанести ему хоть какой-то урон. Воскликнула одетая в белую одежду взволнованная девушка. Ей было определенно ясно, что независимо от того, насколько силен ее опыт, это было бы бесполезно перед лицом такого рода катастрофы. Думая о пугающих последствиях, когда молодая женщина не сможет выйти, эта женщина почувствовала, как ее руки и ноги похолодели. «Перестань говорить глупости. Давайте попробуем, посмотрим, сможем ли мы открыть этот тоннель и спасти боевого предка Южного дворца». Огрызнулся какой-то ученик. Эта реплика мгновенно заставила опомниться остальных учеников секты маскирующейся Луны. Они поспешно вытащили различные магические инструменты и окружили площадку, где изначально проходил тоннель, пытаясь прорваться через ограничения и спасти молодую женщину. Спустя несколько часов, в подземном мире, на глубине в несколько сотен футов, молодая женщина широко раскрыла глаза от удивления и с недоверием посмотрела на внезапно появившегося человека. Жестом одной руки он направил 7 золотых кинжалов на черного водяного дракона, в то время как другая рука выпустила черный железный щит, блокируя его атаки. Этот человек был учеником долины Желтого Клена, которого она когда-то видела и посчитала, что он был довольно интересным. Этот человек внезапно появился тогда, когда ее магическая сила была исчерпана, и она просто уклонялась от атак дракона в течение этих нескольких часов. В то же время, когда Хань Ли едва парировал нападение черного водяного дракона, он быстро взглянул на полностью удивленное лицо молодой женщины и горько рассмеялся в своем сердце. Первоначально Хань Ли лишь наблюдал за увлекательной битвой между сектой маскирующейся Луны и черным водяным драконом. Но фактически, после того, как дракон эволюционировал, он постепенно начал паниковать. Однако, когда молодая женщина захотела отступить, но вход в лазурный тоннель внезапно исчез, Хань Ли не мог больше бездействовать. Неисчезновение входа в туннель означало, что независимо от того, была ли это молодая женщина или демонический зверь, никто не сможет покинуть это место. Естественно, это заставило Хань Ли запаниковать. В это время высвободившийся дракон и молодая женщина снова начала сражаться. Очевидно, этот боевой предок из секты маскирующейся Луны была в невыгодном положении. Даже если она продолжала сдерживать атаки дракона своим магическим кольцом, оборонительная способность демонического зверя в новой коже достигла своего пика. Независимо от того, использовала ли она магическое кольцо, которое сияло свирепым пламенем, пытаясь сжечь дракона или атакуя его, она не могла нанести ему серьезных ранений. В лучшем случае она могла бы сжечь небольшую часть его тела, в результате чего этот зверь стал бы еще более озлобленным. Его погоня за молодой женщиной также стала более отчаянной. Она уже была на грани несколько раз. Тем не менее, у нее было с собой много талисманов среднего ранга, что очень радовало Хань Ли. Это были редко встречающиеся талисманы, такие как талисман бегущей земли, талисман воды, талисман жар-птицы и так далее, которые Хань Ли увидел. Всякий раз, когда зверь вот-вот готов был ранить молодую женщину, она доставала очередной талисман и оказывалась в безопасности. К сожалению, у молодой женщины явно не было никаких талисманов с огромной разрушительной силой, поэтому каждый раз она едва могла сберечь себя. Казалось, что она не могла полагаться на талисманы, чтобы нанести урон черному водяному дракону. Борьба внутри сердца Хань Ли стала еще более ожесточенной, когда он увидел, что женщина запаниковала. Если бы туннель оставался по-прежнему неповрежденным, Хань Ли, естественно, не заботило бы то, выживет она или нет, однако, увидев туннель загадочно исчезает и что это место стало еще более опасным, он не мог больше оставаться в стороне. Кроме того, он также слышал, как она проговорила что-то о запретной технике, как если бы она четко понимала, что привело к исчезновению туннеля. Таким образом, возможность сбежать из этого места все равно была известна этой женщине.
Поскольку он ничего не знал о запрещенных техниках и тому подобное, он не мог позволить умереть этой женщине-эксперту прямо сейчас. Тем не менее, Хань Ли до последнего не хотел вмешиваться, надеясь, что у нее все еще есть какой-то козырь в рукаве. Таким образом, только после того, как молодая женщина истощила свою энергию и использовала все свои талисманы, когда она была на пределе, а ее лицо было полно безнадежности, Хань Ли, наконец, сделал шаг, чтобы спасти эту молодую женщину. Молодая женщина, помимо радости внезапному появлению Хань Ли, почувствовала себя несколько расстроенной. Она в исключительно явном виде увидела намерение Хань Ли разрешить сражение с черным водяным драконом, чтобы перейти к этому моменту. Тем не менее, сражение с демоническими зверьми для нее было обычным делом. После того, как она слегка отдохнула, она снова попробовала атаковать его своим магическим сокровищем. Хань Ли уже пожалел, что потревожил дракона. Пока он наблюдал за сражением этой женщины, он не обращал внимания, насколько этот зверь был силен. И вот, когда ему самому пришлось вступить в схватку, он испытал тихий ужас от этого дракона. Его золотые кинжалы можно было считать изысканным магическим инструментом даже среди высокоранговых магических инструментов. Но как только они приблизились вплотную к дракону, он с легкостью отбросил их хвостом. Они отлетели назад на 100 футов, и у них не было возможности удержаться. Даже если Хань Ли полагался на количество, используя несколько золотых кинжалов за раз, ему приходилось полагаться на случайность, просто чтобы задеть тело дракона. Кроме того, Хань Ли не осмеливался быть беззаботным к атакам дракона. Хань Ли использовал свой черный железный щит, чтобы защититься от малейшей капли черной воды, которую иногда сплевывал дракон, не говоря уже о его когтях или хвосте. Именно поэтому этот магический инструмент, который много раз спасал Хань Ли, также был разъеден черной водой. Он действительно не знал, сколько еще щит сможет продержаться. Если сила этой черной воды была уже настолько пугающей, то что бы было, если бы дракон плевался пурпурной жидкостью? Неудивительно, что те ученики из секты маскирующейся Луны погибли на месте. Их магические инструменты оказались абсолютно бесполезны. Чем дольше Хань сражался с черным водяным драконом, тем больше он боялся его. Ему приходилось полностью полагаться на свои техники передвижения, чтобы уклоняться от ожесточенных атак демонического зверя. Эти золотые кинжалы абсолютно не были помехой для дракона. Неудивительно, что молодая женщина сказала ученикам секты немедленно покинуть это место. Помимо людей с выдающимися приемами передвижения, таких как он сам, Хань Ли действительно не смог бы найти многих, кто мог бы справиться с этим демоническим зверем хотя бы на мгновение. Когда женщина призвала свое кольцо, давление на Хань Ли мгновенно уменьшилось в несколько раз. В конце концов, это магическое сокровище все еще способно нанести дракону урон, из-за чего он вел себя настороженно. «Юнец, ты так долго прятался, почему раньше не сделал шаг? Если бы ты вступил в бой раньше, возможно, у меня еще была бы возможность нанести тяжелую рану этому зверю». Возмутилась молодая женщина, контролируя атаки своего магического сокровища. «Я боялся, что вы можете убить меня и украсть мои сокровища», — покорно ответил Хань Ли. Хань Ли четко понимал, что, хотя она и выглядела молодой девушкой, но на самом деле ее возраст был намного больше, чем он мог себе представить, поэтому он не решился хитрить. Было бы лучше, если бы он открыто сказал свои мысли, чтобы они могли объединиться друг с другом и сражаться с врагом, а не мешать друг другу. Как эксперт ядра ее внешность сильно отличалась от ее статуса, но Хань Ли сознательно решил притвориться невежей и оставил это без внимания. Во всяком случае, исходя из ее нынешней силы, она была не в состоянии контролировать его. Сейчас Хань Ли не боялся этой молодой женщине, которая потеряла большую часть своей магической силы. «Юноша, у тебя столько мыслей в столь нежном возрасте. Я только боюсь, что ты не проживешь слишком долго», — проговорила молодая женщина с мрачным тоном. Казалось, она пала духом. Услышав это, Хань Ли рассмеялся, но не стал возражать. Однако про себя он проговорил: «Если бы я думал меньше, я мог бы умереть уже раз 100». Увидев, что Хань Ли не продолжал говорить, а вместо этого позволил ей говорить так много, она сменила гнев на милость и стала думать над тем, как победить их общего врага. «У тебя есть что-нибудь, что может нанести дракону серьезную рану? Если есть, то быстро скажи мне это». Молодая женщина, видя, что хотя они и заключили союз на какое-то время, они по-прежнему действовали неслаженно, наконец, не выдержала и спросила: «У меня есть один способ, но он требует, чтобы противник был связан какое-то время. Вам придется задержать его», — поспешно ответил Хань Ли, используя свой черный щит, чтобы блокировать очередную атаку дракона, в то время как сам он беспрестанно перемещался, пытаясь расширить расстояние между ним и черным водяным драконом. «Хорошо, я собираюсь использовать все свои магические силы, что у меня остались. Я еще могу задержать его на какое-то время. Надеюсь, этого будет достаточно».
Но насколько надежен твой метод? Глаза молодой женщины засветились, когда она это услышала, и она стала внимательно следить за драконом, который гонялся за Ханли, используя свое кольцо, чтобы атаковать дракона. У меня очень мощный талисман сокровища. Он определенно может прорвать оборону этого дракона, сказал Ханли с абсолютной уверенностью в своих словах. Он не верил, что этот демонический зверь сможет заблокировать атаку сияния золотого света. Талисман сокровища. Когда молодая женщина услышала это, ее сердце наполнилось радостью. Она никак не ожидала, что молодой человек из долины Желтой Клена действительно может заполучить такой редкий предмет. Хотя у нее также было несколько талисманов сокровищ, их сила не могла сравниться с ее магическим кольцом. Поскольку у Ханли была такая уверенность в себе, казалось, что это на самом деле должен быть отличный талисман сокровища, обладающий огромной разрушительной силой. Это был чрезвычайно редкий предмет, поскольку она поняла, что метод Ханли был действенным. Молодая женщина остановилась в воздухе, а затем начала создавать заклинание, которым она раньше связала дракона. Ее магическое кольцо крепко обернулось вокруг тела демонического зверя еще раз, заставив его метаться в гневе. Ханли, видя эту прекрасную возможность, немедленно поместил свой летающий железный щит перед собой, а затем вытащил талисман сокровища и начал медитировать. Глава 207. Убийство дракона и трофей победы. Под контролем Ханли талисман сокровища золотого света за короткое время продемонстрировал свою магическую сущность. В воздухе тут же засиял во всех направлениях золотая пластина длиной примерно в 1 фут. Духовная сила Ханли, словно поток горной реки, неудержимо вливалась в эту пластину. Вскоре после этого треть его магической силы была отдана талисману сокровища, в результате чего золотой свет над его головой стал еще более ослепительным. Свет стал настолько ослепительным, что никто не осмелился бы смотреть на него невооруженным глазом. Пока молодая женщина использовала всю свою энергию, чтобы удержать дракона, она также внимательно следила за каждым движением Ханли. Когда она увидела, что появилась эта золотая пластина, она смогла наконец расслабиться. Она поняли, что Ханли не лгал и что этот талисман сокровища действительно мог прорвать оборону демонического зверя. Казалось, что черный водяной дракон тоже заметил обескураживающий поворот событий и крепко вцепился по обе стороны круглого кольца. Его попытки сбежать стали еще более напористыми. Из-за этого магическое кольцо фактически начало дрожать. Лицо молодой женщины тут же изменилось, а она поспешно закричала Ханли: «Поторопись, он скоро сбежит». Услышав это, Ханли не смел больше колебаться и направил палец от талисман сокровища к своему лбу. В одно мгновение золотой кирпич со свистом метнулся в сторону черного водяного дракона и на полпути внезапно начал изменяться, превратившись в маленькую скалу, жестко налетев на дракона. Сражающийся дракон прекрасно понимал, что он находился в плохом положении, как вдруг два его зеленых глаза зловеще сверкнули и раскрыл свою пасть, выплевывая пурпурную жидкость, которую Ханли так боялся. Это отлично блокировало падение золотого скалы, фактически обездвижив его на некоторое время. Увидев это, девушка и Ханли были удивлены. Ханли вынужден был сосредоточиться на контроле золотой скалы, поэтому он мог только беспомощно смотреть на происходящее, не в силах что-либо сделать, но молодая женщина прикусила губы и вытащила желтую жемчужину из-за пазухи. Взмахнув рукой, она метнула ее в сторону демонического зверя, который был в тупике из-за атаки золотой скалы. Врезавшись в головы дракона, жемчужина мгновенно распахнулась. Спустя еще мгновение небольшое облако желтого тумана окутало драконье тело, в результате чего дракон завыл в панике. Естественно, он прекратил выплевывать пурпурную жидкость. Без фиолетовой жидкости, блокировавшей золотую скалу, тот сразу же жестоко врезался в дракона. Раздался огромный, оглушающий взрыв, и ослепительный золотой свет мгновенно осветил все подземелье, но тут же погас, возвращая все в обычное состояние. Затем золотой кирпич, который вернулся к своему первоначальному размеру, вновь превратившись в полосу золотого света, и направился к Ханли. В воздухе остался только умирающий демонический зверь. Половина головы дракона была взорвана, один глаз вылетели из глазницы и улетел в непонятном направлении. Другой глаз был на месте, но кровоточил. Дракон выглядел очень жалким, казалось, что этот демонический зверь был близок к смерти. Увидев это, молодая женщина обрадовалась и поспешно вытащила небольшую хрустальную вазу из своей сумки, пробормотав несколько слов. Затем она направила ее на дракона, и оттуда вылетели несколько струй черного воздуха, которые устрашающе окутали тело зверя. Вскоре после этого маленький зеленый водяной дракон, полностью отличающийся от дракона, был насильно выбит из тела черного водяного дракона.
Хотя обнажил свои клыки и размахивал когтями, яростно сражаясь, его продолжало затягивать в вазу. Когда молодая женщина закрыла вазу, она внимательно рассмотрела миниатюрного водяного дракона и не смогла скрыть улыбку на ее лице. Вся еще сущность торжествовала. Затем она снова посмотрела на труп черного дракона, он уже потерял запах смерти. Она задумалась. Хань Ли, взглянув на действия женщины, сразу понял, что она собрала первичный дух этого водяного дракона. Хотя он и не знал, как именно его можно было использовать, но, видя реакцию женщины, он понял, что это было очень ценно. В это время молодая женщина притянула свое магическое кольцо, в ту же секунду труп дракона рухнул в болото. Поскольку я забрала первичный дух этого дракона, его труп ты можешь оставить себе. В конце концов, мы вместе убили его. Спокойно ответила молодая женщина, подлетев к Хань Ли. Услышав это, Хань Ли взглянул на довольное выражение лица женщины, затем опустил голову и посмотрел на мясистое тело черного дракона. В глубине души он проговорил себе: легко сказать. Оставляя этот труп мне, возможно, потому что считаешь, что мне это не нужно. Кроме того, этот черный водяной дракон столь же прочен, как и черепаха, и мы оба это знаем. Похоже, ты хочешь посмотреть, как я позволю себя одурачить. Думая об этом, в руке Хань Ли засиял холодный, ослепительный свет, и в ту же секунду у него появился огромный серебряный меч. Это был чрезвычайно сильный магический инструмент, который он заполучил от ученика из секты гигантского меча. Хань Ли безмолвно рубанул огромным мечом со всей силы. В мгновение ока этот серебряный меч фактически опустился вглубь на 3 дюйма в труп дракона. Хотя его и не так сильно воткнули, он смог разрубить панцирь дракона. У молодой женщины, которая наблюдала за происходящим, чуть челюсть не отвисла от удивления. Хань Ли, видя выражение лица молодой женщины, чуть не засмеялся, но продолжил водить мечом. «Подожди, дай мне посмотреть этот меч!» Воскликнула молодая женщина, с изумлением глядя на этот серебряный меч, заставляя Хань Ли вздрогнуть. «Чего ты испугался? Ты думаешь, что я, достойный культиватор стадии формирования ядра, никогда не видела ничего подобного ранее? Просто этот твой меч по-настоящему странный, и мне любопытно», — огрызнулась молодая женщина, заметив, что Хань Ли немного колебался. Хотя молодая женщина и выглядела очаровательно, ее кокетливый взгляд фактически заставил сердце Хань Ли биться быстрее, не в силах себя контролировать. С этим мечом есть небольшая проблема. После того, как я его заполучил, не знаю почему, но у меня нет способа контролировать его. В противном случае, мы бы не оказались в таком затруднительном положении с этим драконом. Хань Ли объяснил это женщине, передавая меч. Он поддался ее чарам. На данный момент он все еще не хотел ссориться с молодой женщиной. В конце концов, судя по ее спокойному поведению, она должна была знать, как выбраться из этого места и иметь продуманный план на этот счет. Казалось, молодая женщина полностью доверяла Хань Ли, не боясь, что он мог совершить какую-то тайную атаку. Разумеется, это правда. Этот меч действительно слишком необычный. Горько вздохнула молодая женщина, когда меч оказался в ее руках. После того, как она его осмотрела, на ее лице появилось странное выражение лица. В чем дело? Хань Ли не мог не спросить, увидев, что молодая женщина, похоже, что-то заметила. Неважно. Причина того, что этот меч такой сильный, заключается в том, что при его изготовлении была добавлена серебряная эссенция, которая обычно используется только при очищении магических сокровищ. Кроме того, она содержится там в таком количестве, что качество этого предмета превышает качество обычных магических сокровищ. Спокойно сказала молодая женщина, небрежно возвращая меч Хань Ли. «Серебряная эссенция». Немного удивленно сказал Хань Ли. «Даже если я расскажу тебе, ты не поймешь. Только истинный огонь стадии формирования ядра или выше мог бы добывать сырье для магических сокровищ в больших количествах из чистого серебра. Она чрезвычайно ценна. В моем кольце тоже есть такой материал», — проговорила молодая женщина. Услышав это, Хань Ли снова выругался в глубине своего сердца. «Я потому и спросил тебя, потому что я не знаю. Если бы я знал, то стал бы спрашивать». Хотя он ясно видел нежелание молодой женщины продолжать этот разговор, Хань Ли снова спросил, почему другие люди могут использовать этот меч, чтобы сражаться с врагами, а я не могу его контролировать. Когда молодая женщина поняла, что Хань Ли намерен выведать все до конца, она, хотя и немного занервничала, он не подала виду, продолжил отвечать совершенно равнодушно. Изначальный владелец этого меча использовал метод очистки сердца, чтобы усовершенствовать его. Этот метод чрезвычайно разрушительный, поэтому у других людей нет способа его использовать. Только если ты переплавишь этот меч, ты сможешь использовать его, в противном случае он просто бесполезен. Выражение лица Хань Ли помрачнело.
Он изначально возлагал очень большие надежды на этот меч, но если то, что сказала эта женщина, было правдой, его надежды были бы полностью разрушены. Бесполезен. Я чего-то не понимаю. Ведь я только что использовал его сейчас. Раздраженно сказал Хань Ли после нескольких минут молчания. Затем он стал бесконтрольно наносить удары серебряным мечом по трупу дракона. Молодая женщина, видя грубое поведение Хань Ли, нахмурила брови и отступила назад на несколько шагов. Увеличив дистанцию между ним и Хань Ли, она мрачно сказала, хотя этот дракон только что эволюционировал до 2 класса, все его тело полно ценного сырья. Его кожа может быть усовершенствована в хорошую броню, а острые рога и когти являются наиболее важным сырьем в усовершенствовании высокоранговых магических инструментов. Кроме того, оставшаяся жидкость внутри него также необходима для доработки нескольких драгоценных пилюль. По всей видимости, молодая женщина решила объяснить все это очень подробно Хань Ли, заставляя его почувствовать себя несколько беспокойным. Он не знал, каковы намерения другого человека. Какая жалость! Если бы этот дракон вошел в 3 класс, у него бы было ядро дракона, что спровоцировало бы погоню многих экспертов в стадии формирования ядра за его трупом. Его можно было использовать как для усовершенствования пилюль, так и для магических инструментов. Внезапно вздохнула молодая женщина. Ядро дракона. Какого оно цвета? Не оно ли это? Хань Ли внезапно вытащил красную сферу размером с кулак из середины живота дракона, показав ее абсолютно удивленной молодой женщине. Что это? Ты извлек его из тела дракона. Молодая женщина, видя, что произошло что-то невероятное, не могла не приблизиться к Хань Ли, чтобы внимательно рассмотреть это. Похоже на то. Но этот дракон, очевидно, только что вошел во 2 класс и не может производить ядро дракона. Кроме того, ядро черного водяного дракона должно быть голубым. Можно я посмотрю его повнимательнее? Женщина не устояла и попросила Хань Ли дать ей ядро, а затем, взяв в руки бархатистый шар, несколько раз погладила его. Но в это время сфера фактически разрывалась сама по себе, и большое облако красного дыма мгновенно окутало Хань Ли и молодую женщину. Глава 208. Радостная встреча. Хань Ли чувствовал себя в каком-то невероятном, эротическом сне, человек рядом с ним во сне обладал горящей страстью, но он никогда прежде встречал лицо такой несравненной красоты. Но несмотря на то, что этот эротический сон был хорош, Хань Ли все равно проснулся. Но как только он открыл глаза, он увидел перед собой прекрасное, белоснежное лицо ученицы. Ее лицо выглядело одновременно и знакомым, и незнакомым, в результате чего сердце Хань Ли забилось быстрее. «Ты очнулся?» Равнодушно произнесла девушка в возрасте 18-19 лет, ее тон не отличался дружелюбием. Из-за этого по спине Хань Ли пробежали мурашки, когда он услышал это. Между тем, Хань Ли обнаружил, что его обнаженное тело крепко обнимает такую же обнаженную, красивую женщину. Лицо женщины было сначала красным, но затем она внезапно нахмурилась и холодно проговорила: «Достаточно. Убери свои собачьи лапы и отпусти меня прямо сейчас». Хань Ли инстинктивно отдернул руки, отпустив эту женщину. Эта непревзойденная красота, которую наблюдал Хань Ли прямо перед собой, торопливо поднялась с земли, оперевшись одной рукой. Ее привлекательные изгибы тела приковывали к себе взгляд Хань Ли. Но как только тонкая талия красивой молодой женщины выпрямилась, она закричала, ее цветочное лицо потеряло свой цвет от боли. Ее тело снова содрогнулось, и она упала на грудь Хань Ли. В результате этого он мог снова почувствовать ее бархатистую, нефритовую кожу на своем теле. Хань Ли, хотя и не считал себя гнусным типом, но и благородным человеком он себя не мог считать. Поэтому, когда эта красивая женщина снова упала у него в объятия, его руки невольно прижали ее к себе. Он мягко поцеловал ее нежные, соблазнительные губы, не давая ей сказать ни слова. Под горячими поцелуями Хань Ли ее тонкие брови медленно расслабились, и она словно впала в транс от поцелуя. Затем настал тот самый случай, когда, если все условия соблюдены верно, успех обеспечен, Хань Ли и молодая женщина безмолвно наслаждались друг другом снова. Из-за того, что они находились в почти бессознательном состоянии, это опьяняло их еще больше, делая их еще более сумасшедшими и заставляя поддаться забвению. Сейчас прекрасное лицо этой женщины было прижато к груди Хань Ли, ее щеки были красные, а грудь вздымалась и опускалась при дыхании. Видимо, ей еще предстояло очнуться. Хань Ли обнимал эту красивую женщину одной рукой, а другой рукой неустанно ласкал ее тело, желая продолжить. Через какое-то время дыхание женщины окончательно стабилизировалось, и ее выражение лица вернулось в норму. Она медленно открыла глаза.
На этот раз она не произнесла ни единого слова, вместо этого она просто отодвинулась от Хань Ли и осторожно встала, направившись к ближайшей сумке. Хань Ли, с минуту поколебавшись, не стал ей препятствовать. Молодая женщина достала набор белоснежных вещей из сумки и аккуратно надела их. Как только она оделась, вся ее манера поведения тут же изменилась. Она стала изящной и степенной. В это же мгновение она повернула голову в сторону Хань Ли, но внезапно уставилась в пустоту. Это было потому, что Хань Ли уже давно стоял одетый позади нее. Он смотрел на нее с восхищенным, заставляя сознание этой женщины окунаться в сон. Странное чувство закралось в ее сердце. Ты должен четко представлять, что я за человек. То, что произошло между нами, было всего лишь ошибкой. Просто притворись, что это был всего лишь сон. Тихо сказала девушка, аккуратно скручивая гладкие волосы. Я знаю. Спокойно ответил Хань Ли после минутной паузы, потирая нос. Если кто-нибудь узнает, что случилось сегодня, я убью тебя. Вдруг холодным тоном сказала молодая женщина. Я никому не скажу и слова. Если об этом узнает кто-то из внешнего мира. Ты можешь просто убить меня. Горячо ответил Хань Ли. На его лице была слабая улыбка. Как знаешь. Видя, что Хань Ли сразу согласился, женщина нисколько не почувствовала себя счастливой, вместо этого она почувствовала досаду. Ее тон стал еще более мерзким. После этого женщина и Хань Ли какое-то время молчали в безвыходном положении. Никто не решался нарушить молчание. Несмотря на то, что женщина была культиватором в стадии формирования ядра, она проводила все свое свободное время, культивируя, с самого детства. Что касается отношений между мужчинами и женщинами, она мало чем отличалась от обычных молодых женщин. Таким образом, хотя она инстинктивно вынудила Хань Ли не распространяться об этом во внешнем мире, ее мысли все еще пребывали в смятении, не зная, что с этим делать. Мысли Хань Ли не сильно отличались от мыслей женщины. Он никогда не ожидал, что его первые интимные отношения с женщиной будут с женщиной-культиватором. Кроме того, она обладала таким несравненным талантом и красотой, что совершенно отличалась от того, что представлял себе Хань Ли, обычную девушку из скромной семьи. Это заставило его горько рассмеяться. Будет ли это благом или проклятием для него, но независимо от того, что произошло между ними, женщина не скрывала своих намерений убить его, чтобы заставить замолчать. Хотя он и поддался на это искушение между мужчиной и женщиной, но никакие приятные впечатления не были способны заставить его бездействовать в случае внезапной атаки. Что это было? Почему мы сделали это? Первым заговорил Хань Ли. Он и понятия не имел, что произошло, но он решил, что эта женщина может что-то знать об этом. Это была капсула предстательной железы дракона. Я не ожидала, что этот зверь на самом деле окажется самцом. Я на самом деле небрежно забыл об этом. Эта капсула содержала афродизиатический туман. Как только он прикасается к женщине, она моментально вспыхивает от желания. Вот как? Услышав это, Хань Ли наконец-то все понял. Загадка в его сердце была окончательно решена. Тогда понятно, почему ваше поведение так сильно отличалось от того, что было раньше. Я практикую уникальную технику культивации нашей секты, технику перевоплощения шелковой женщины. Эта магическая техника, хотя и несколько странная, но может позволить человеку оставаться вечно молодым. Каждые 10 лет эта магическая техника требует обновления. Моя магическая сила прошла бы весь цикл, и таким образом я, естественно, восстановила бы свой молодой облик. Но после того, что произошло между нами, эта техника была временно нарушена, поэтому я стала немного старше. Небрежно объяснила молодая женщина после минутного молчания. У тебя не будет никаких проблем из-за этого. Хотя Хань Ли не мог ничем помочь, он все равно спросил. Это не проблема. Моя магическая техника уже имеет большой прогресс. Даже если моя девственность будет потеряна, я потеряю всего лишь 5 или 6 лет магической силы. Для меня это не имеет большого значения. Холодно сказала женщина, взглянув на Хань Ли со сложным выражением лица. Услышав это, Хань Ли замолчал. Он знал, что в глубине души она очень недовольна тем, что потеряла свою девственность. Он мог только молчать и смотреть правде в глаза. Эта женщина действительно почувствовала себя очень обиженной. Она втайне осмотрела его еще раз и убедилась, что этот ученик из долины Желтого Клена был абсолютно обычным человеком, будь то по внешнему виду или по природному таланту. И она фактически сделала с ним то, что должно было произойти только между мужем и женой. Естественно, что ее гордость и высокомерие потерпели крах, и она чувствовала себя невероятно огорченной. Однако она подавила желание убить этого человека, чтобы избавиться от ненависти в ее сердце.
В конце концов, другой человек был мужчиной, который забрал ее девственность, и она неизбежно испытывала смежные чувства к нему. Это вызвало у нее чувство гнева и ненависти. Который час сейчас? Ведь еще не прошел наш 5-дневный срок, верно? Хань Ли не удержался и спросил, вдруг вспомнив что-то. Услышав это, женщина, чье душевное состояние было уже нестабильным, почувствовала внезапный испуг в ее сердце, но сразу же после этого она успокоилась и спокойно ответила: «Нет, вряд ли прошло столько времени». Седативное вещество, содержащееся в афродизиатическом тумане дракона, должно быть очень низким по концентрации. В лучшем случае мы были без сознания 5-6 часов. Но если мы хотим выйти отсюда, нам следует подготовиться. Из этой опасной области не так легко выбраться, добавила женщина, нахмурив брови. Однако, прежде всего, у тебя ведь нет возражений против того, что я собираюсь забрать этот сундук с сокровищами, так? Спросила молодая женщина, холодно взглянув на Хань Ли, слегка приоткрыв свои губы. Услышав это, Хань Ли горько рассмеялся. Хотя на данный момент он не мог ощутить всю глубину магической силы этой женщины, она была определенно выше его. Как он мог посметь сражаться с ней за сундук с сокровищами? Женщина, увидев, что Хань Ли не произнес ни слова, холодно улыбнулась и прыгнула к нефритовому павильону. Затем она осторожно положила золотой сундук в свою сумку, а затем полетела обратно на сторону Хань Ли. Эти духовные растения. Увидев, что женщина не стала собирать духовные растения, Хань Ли замялся, несколько сбитый с толку. «Я не нуждаюсь в них. Если они так нужны тебе, можешь их забрать все». Взглянув на Хань Ли, женщина проговорила это. Услышав эти слова, Хань Ли очень обрадовался. Он недавно беспокоился о том, что после выхода из запрещенной зоны у него будет недостаточно духовных растений, чтобы обратиться к его секте. Это бы могло показаться очень подозрительным. Таким образом, он без колебаний подлетел к ним и быстро собрал около 10 духовных растений. Женщина стояла на том же месте и холодно наблюдала за движениями Хань Ли, не издавая ни звука. Только после того, как Хань Ли собрал растения и вернулся, она медленно и торжественно сказала: «Чтобы освободиться от этого места, нам нужно работать вместе. Мы не сможем успешно покинуть это место, если кого из нас не будет». Глава 209. Возвращение. В зале большого каменного храма грохотало эхо. Ученики секты маскирующейся луны, пробивая большой туннель на много метров в глубину. Однако, независимо от того, какие магические инструменты они использовали, им удавалось отколоть кусок скалы примерно в дюйм. Это абсолютно выбило их всех из колеи. Спустя несколько часов все ученики понуро сидели на земле и безучастно смотрели на большое отверстие перед ними. Хотя они хотели спасти своего боевого предка, они не имели ни малейшей уверенности в том, что им это удастся. Все они задумались о страшных последствиях, которые им грозили из-за потери своего боевого предка, и стали размышлять о своем побеге. В этот момент снаружи каменного зала раздался грохот, и земля вздрогнула так, как будто на улице произошла ожесточенная битва. Ученики слегка удивились произошедшему. Что происходит? Несколько учеников с тревогой переглянулись между собой. Двое учеников мужского пола немедленно вышли из каменного зала, чтобы посмотреть, что происходит. Боевой предок. Вскоре голос великой радости донесся от учеников снаружи. Хотя ученики внутри каменного зала могли отчетливо слышать этот шум, они удивленно переглянулись между собой и тут же вылетели из зала, как шершни из своего гнезда. В 30 метрах от входа в зал было большое отверстие шириной несколько метров. Рядом стояла красивая женщина в развивающихся белых одеждах. Судя по ее внешнему виду, это была женщина, боевой предок. В это мгновение боевой предок секты маскирующейся луны холодно смотрел вдаль с безразличным выражением, полностью игнорируя двух учеников мужского пола, которые стояли позади нее. Этих дико радостных учеников словно окатило с ног до головы холодной водой. Неужели боевой предок собирается исследовать и восстанавливать ограничительное формирование? С этой мыслью все ученики взглянули на двух изящных женщин-учеников в центре, в результате чего их лица побледнели, и они задрожали от страха. Спустя четверть часа, одетая в белые одежды, женщина, внимательно осмотрев, она медленно повернула голову к своим ученикам, которые стояли позади нее, и холодно приказала: «Выдвигаемся». Хань Ли, словно обезьяна, перелетал с дерева на дерево, спеша покинуть ту гору со скоростью, не уступающей технике гравитационного полета. Сейчас его тело наполнено духовной силой. Его тело действительно содержало магическую силу 13 уровня. Хань Ли немного увлекся этим фантастическим чувством значительно возросшей магической силы.
Однако, он не мог кому-либо продемонстрировать эту огромную духовную силу в течение какого-то периода времени. По его оценкам, до исчезновения оставалось еще несколько часов. Чтобы покинуть подземное болото, женщине пришлось сотрудничать с ним и использовать какую-то тайную технику, временно направив часть магической силы ограничительного заклинания на Ханьли, в результате чего его сила возросла до пика уровня концентрации Ци. Затем они использовали ее магическое кольцо и талисман сокровища золотого света, чтобы насильно разрушить туннель и выбраться на поверхность. Пока магическая сила Ханьли была исчерпана, женщине пришлось передать ему часть своей силы. В результате, когда они выбрались из подземелья, Ханьли полностью израсходовал свой талисман сокровища золотого света, превратив его в бесполезный кусок бумаги, в то время, когда молодой женщине пришлось потратить около 30 лет культивируемой силы. Но эти потери не были такими уж ужасными. Таким образом, техника перевоплощения шелковой женщины была действительно странной. В своем цикле реинкарнации она могла передавать магическую силу ограничительного заклинания другому мужчине, но не могла снимать ограничения с себя, передавая ее женщине. Более того, магическая сила, которую она могла передать, ограничивалась уровнем культивации мужчины. Поскольку Ханьли был только на уровне концентрации Ци, количество магической силы, которую он мог в себе содержать, было 13-м уровнем его метода культивации, поскольку он еще не вошел в стадию формирования ядра. Поскольку с того момента, как Ханьли получил магическую силу от женщины и вырвался на поверхность, отделившись от нее, прошло совсем немного времени, он все еще обладал магической силой 13-го уровня и испытывал это. Наньгун Вань, Ханьли нежно проговорил в своем сердце. Перед тем, как уйти, Ханьли спросил имя женщины. Однако, вспомнив то, как женщина нехотя произнесла его, он немного расстроился. Он четко понимал, что даже если он достигнет стадии заложения фундамента, между ними все равно не может быть каких-либо любовных отношений. В конце концов, их положение в мире культивации и их жизни были настолько разными, как небо и земля. В результате он мог только с горечью принять бессердечие женщины во время их расставания. Ханьли понял себя хорошо. Он знал, войдя в стадию заложения фундамента, у него будет небольшой шанс. Но в настоящее время он мог только смотреть снизу вверх на нее. В долине Желтого Клена насчитывалось более 10 тысяч культиваторов, но лишь незначительное количество из них смогли достичь стадии формирования ядра. Ханьли, четко зная свои способности, он не мог и надеяться на это. Пока Ханьли думал об этом, его лицо внезапно помрачнело. Вжух! Его тело внезапно исчезло в воздухе. Спустя несколько мгновений, однако, его тело появилось там, где он изначально был, но теперь он держал в руках сумку. В это время обезглавленный труп ученика с горы духовного зверя упал с близлежащего большого дерева. Ханьли быстро осмотрел вещи в сумке и слегка покачал головой. Затем он вскочил и поспешно удалился. На 5-й день после того, как запрещенная зона была открыта, многие люди из различных сект, ожидающие снаружи довольно долго, наконец, начали действовать. 7 культиваторов в стадии формирования ядра снова открыли вход. Затем они уставились в темный проход, ожидая с безмятежным выражением, когда первые из учеников появятся. Было очевидно, что преодолеть магический барьер было намного легче, чем 5 дней назад. Кроме того, когда появился этот проход, 7 экспертов в стадии формирования ядра убрали свои магические сокровища, но проход не исчез, а продолжил поддерживать постоянную связь с запрещенной зоной. За этими 7 экспертами стояло несколько десятков лидеров в стадии заложения фундамента, которые нервничали. Это было связано с очередным распределением гранул заложения фундамента, поэтому это событие было очень важно для их распорядителей. Что касается эксцентричного старейшины Цуна из секты маскирующейся луны, было неизвестно, когда он появился на большой скале неподалеку, но он наблюдал за несколькими людьми с ликованием. Когда он увидел тех, с кем она заключил пари, в его взгляде можно прочитать удовлетворение. Через полчаса после того, как проход был открыт, вышел пожилой даосский священник со спокойным выражением лица. Его одежда была разорвана в нескольких местах, покрыта золой и грязью с заметными следами от кровавых пятен. Казалось, что он покинул запрещенную зону после ожесточенной битвы. После того, как он вышел из прохода, он поприветствовал культиватора стадии формирования ядра из секты абсолютной пустоты и спокойно сел со скрещенными ногами в сторону. Когда культиватор стадии формирования ядра увидел это, он с улыбкой посмотрел на даосского священника средних лет и слегка кивнул головой. Выражение лица боевого предка ли было спокойным, не выдавая никаких эмоций, но эксцентричный старейшина Цун недовольно закатил глаза и недовольно фыркнул. Следующим вышел женоподобный мужчина из дока трансформации сабли, затем Чжун Юэ, уродливый человек с горы духовного зверя, юноша в синем из небесной императорской крепости, несколько братьев и сестер долины Желтого Клена вместе с другими учениками.
На всех их можно было разглядеть следы боев. Каждый из них подошел к своему старейшине секты и сел, скрестив ноги, чтобы отдохнуть. Спустя какое-то время снова показалась большая группа учеников. Эта группа людей отличалась от одиночек, которые появились ранее. Они были в группах по 2 и по 3 человека. Кроме того, у каждого человека были очень разные выражения лиц. Кто-то был очень рад, кто-то был абсолютно подавлен, а у кого-то на лице было большое облегчение. Если добавить их к тем, кто вышел ранее, всего было 27 вернувшихся учеников из различных сект. Тем не менее, никого не было из учеников секты маскирующейся Луны. Остальные 6 сект волновались по этому поводу и недоумевали. Однако выражение лица эксцентричного старейшины Цуна, а также великолепный Ничан и остальных из секты маскирующейся Луны нисколько не изменились, как будто у них была припрятана карта в рукаве. Спустя час по-прежнему не было ни одного ученика из секты маскирующейся Луны. В этот момент эксцентричный старейшина Цун и великолепная Ничан переглянулись, на их лицах появились следы беспокойства. Внезапно у выхода появился человек. Это был юноша из долины Желтого Клена. У него был очень растрепанный вид, как будто ему в грудь ударила молния при ожесточенном сражении. Этот человек был Хань. Когда люди из секты маскирующейся Луны увидели в проходе человека, на их лицах появилась радость. Но когда они четко увидели, что это был кто-то из долины Желтого Клена, они сразу же огорчились. В этот момент Хань бегло взглянул на окружающих и медленно подошел к положению своей секты. Он сделал то же, что остальные, сел рядом и начал медитировать. Оказалось, что по сравнению с остальными 6 сектами, учеников из долины Желтого Клена было больше, чем учеников из других сект, кто вернулся из запрещенной области, кроме брата и сестры Чень, был и старик, и юноша. Вместе с Ханьли их было 5. По сравнению с 3-4 оставшимися в живых из других сект, особенно с сектой Гигантского Меча, можно было считать, что их гораздо больше. Из-за этого боевой предок Ли не мог скрыть радости в своем сердце. Когда брат и сестра Чень и 2 других увидели, что Ханьли, который был на 11 уровне, действительно вернулся из запрещенной зоны живым и без серьезных травм, они были крайне удивлены. Однако, будто задумавшись о чем-то, они смотрели на него с презрением, казалось, вовсе не обращая внимания. Очевидно, все они считали, что Ханьли был трусом, который все время прятался, и, конечно же, он не смог собрать никаких растений. По мере того, как приближалось время закрытия прохода, по-прежнему ни один из учеников секты маскирующейся Луны не появился. Эксцентричный старейшина Цун и великолепная Ничан больше не могли сидеть со спокойным выражением лица. Из-за этого боевой предок Ли и даосский священник были в тайном восторге. Казалось, что с сектой маскирующейся Луны действительно произошел несчастный случай. Ханьли, который все это видел, нахмурился и немного удивился. Он определенно сбежал из подземелья вместе Наньгун Вань. Почему никто из секты маскирующейся Луны до сих пор не появился? Он не мог не волноваться из-за этой женщины. Глава 210. Авантюра. Ханьли внезапно подумал о другой молодой женщине, с которой он столкнулся в запрещенной зоне, и не мог не взглянуть в сторону учеников с горы Духовного Зверя. К счастью, он обнаружил, что Хань Юнчжи также медитирует с другими, и ее выражение лица очень спокойное. Казалось, ничего неожиданного не произошло, поэтому Ханьли облегченно вздохнул. По мере того, как приближалось время закрытия входа в тоннель, люди из секты маскирующейся Луны все больше мрачнели из-за беспокойства. Что касается людей из других сект, хотя они внешне казались обеспокоенными из-за учеников секты маскирующейся Луны, в глубине души они были очень рады. В конце концов, секта маскирующейся Луны была самой сильной сектой государства, Юэ, и уже давно вызывала зависть других. Естественно, они были рады видеть возможность того, что секта ослабнет. Однако в противоположность их желаниям, когда до закрытия прохода оставалось лишь четверть часа, в тоннеле мелькнула белая тень, и группа из 10 учеников в форме секты маскирующейся Луны строем вышла оттуда. Их лидером была чрезвычайно красивая Наньгун Вань. Видя, как они выходят, эксцентричный старейшина Цун глубоко выдохнул. В этот момент великолепная Ничан бросилась к Наньгун, схватив за руку, и начала задавать вопросы. Все ее лицо выражало тревогу. Другие секты были озадачены, увидев это. Но это не было неожиданностью. Хотя Наньгун Вань уже виделась с культиваторами стадии формирования ядра уже несколько раз, каждый раз на ней было надето покрывало, которое скрывало ее истинный облик.
Таким образом, эти люди фактически не знали, что красивая, цветущая молодая женщина перед ними была фактически великолепной Наньгун, с которой они встречались много раз, видя, что эта женщина благополучно вернулась. Хань Ли тоже был очень доволен. В конце концов, она была его первой женщиной. Хотя он четко осознавал, что не сможет продолжить отношения, в глубине своего сердца он не мог не беспокоиться о ней. Тем не менее, улыбки боевого предка лейдаосского священника пропали с их лиц. Это не было неожиданностью. Даже если не брать во внимание то, сколько духовных растений секта маскирующейся Луны собрала, они уже превосходили все остальные секты числом людей, вернувшихся из запрещенной зоны. Это буквально вогнало их в депрессию. Все ученики должны были явиться к этому времени. Те, кто не явился, пробормотал глава горы духовного зверя, прочищая горло. Но прежде чем он закончил говорить, из прохода вышел еще один человек. Это был старый хитрый Сян Чжили из долины Желтого Клена, вот только ученик из секты Гигантского Меча и молодой даосский священник, который изначально собирали духовные растения вместе с ним, исчез бесследно. Как только старик успел выйти из прохода, позади него все завибрировало, затем вспыхнул лазурный свет, и проход окончательно исчез. Даже если в запрещенной зоне все еще были люди, которые еще успели выйти, для них больше не было выхода. Это объяснялось тем, что любой ученик, который не успел покинуть запрещенную зону вовремя, никогда больше не появлялся, даже при следующем открытии запрещенной зоны. Они все исчезли по неизвестной причине, и это также было причиной, по которой другие люди не хотели терять время. Тем не менее, тот факт, что этот старый, хитрый культиватор из долины Желтого Клена на самом деле смог сбежать, был поистине за гранью всех их ожиданий. Они высоко оценили Сян Чжили. «Брат Ли, я не ожидал, что в вашей уважаемой долине действительно столько талантов. Из запрещенной зоны живыми не только ученики 11 уровня, но выжили даже ученики на 10 уровне. Вы действительно отлично обучаете ваших учеников, я в восхищении». Видя, что только 2 человека из его секты покинули запрещенную зону, и что босой мужчина, на которого он возлагал большие надежды, не вышел, в то время как появились 2 низкоуровневых ученика из долины Желтого Клена, культиватор из секты Гигантского Меча не мог не чувствовать возмущения в глубине своего сердца. 2 последних предложения он сказал с крайней насмешкой. Когда это услышал это боевой предок Ли, его лицо потемнело. Он также считал, что Хань Ли и Сян Чжили оба оставались в укрытии в течение всего испытания, желая воспользоваться любыми доступными возможностями. Хотя он не мог удержаться от горького взгляда на старого, лукавого человека, у него не оставалось другого выбора, кроме как защитить их обоих своими словами. Их техника культивирования слишком поверхностна. Иметь возможность сохранить свою жизнь также может считаться большой удачей. Какой бы метод они ни использовали, ни другие, ни я, как их старшее поколение, не вправе их осуждать. ХММ. Специалист из секты Гигантского Меча, видя, как боевой предок Ли защищает их, хотел было добавить что-то еще, но его перебил эксцентричный старейшина Цун. О чем вы спорите? Поскольку человек смог выжить, это навык молодого поколения. Вы хотите, чтобы они шли напролом, даже зная, что это невозможно? Однако, брат Ли, нам следует быстрее рассмотреть результаты нашей ставки. Чем раньше мы узнаем, тем раньше наше сердце обретут покой. Вы же не хотите заставлять пожилых людей ждать. Этот старик явно пользовался своим возрастом, но боевой предок Ли и человек из секты Гигантского Меча на самом деле не смели огорчать этого человека. Они только переглянулись между собой и рассмеялись. В противном случае, если бы этот старый наркоман начал задевать их, им бы очень не повезло. Таким образом, по настоянию эксцентричного старейшины Цуна, Фуинцзы из секты абсолютной пустоты и боевой предок Ли мог только зажать их носы и приблизиться к нему. Затем каждый из учеников из 3 сект, вышедших из запрещенной зоны, индивидуально подсчитал урожай, который у них был, чтобы определить победителя и проигравшего пари. Даосских священников секты абсолютной пустоты, которые вышли из запрещенной зоны, было всего 4. Однако, когда даосский священник средних лет, который первым вышел из запрещенной зоны, извлек свои духовные лекарства, лица всех присутствующих людей слегка изменились. Полностью созревшая 300-летняя кроваво-синяя жемчужина, 2 300-летних духовных небесных фрукта, 3 400-летних кремневых гриба. Даосский священник достал около 12 духовных растений, поочередно выкладывая их на землю. Их было столько, что все окружающие были удивлены. Только Фуинцзы, который сделал ставку, слегка улыбался. Он был очень доволен ошеломленными взглядами других. Помимо того, что духовных растений, которые выкладывали ученики из долины Желтого Клена и секты маскирующейся Луны, было мало, каждый из них всего лишь выложил несколько трав. Далее, урожай второго священника-даосиста был не таким уж удивительным,
Там было еще 7 или 8 духовных растений, что значительно превышало урожай при обычных обстоятельствах. Это привело к тому, что боевой предок Ли начал чувствовать себя несколько неуверенно, а взгляд эксцентричного старейшины Цуна стал намного серьезнее, чем раньше. Услышав об этом, эксперты из других 4 сект, естественно, заинтересовались и вышли посмотреть на результаты. Когда они увидели эту сцену, они также сочли ее потрясающей. Тем не менее, духовные растения брата и сестры из клана Чэнь, наконец, позволили боевому предку Ли в некоторой степени получить удовольствие, поскольку их общий урожай составлял около 20 растений, что было примерно равно 2 даосским священникам. Урожай следующего ученика из секты абсолютной пустоты составлял, в конечном счете, 4 растения. Что же до учеников секты маскирующейся луны, то они поддерживали среднее количество. 3 человека подряд имело по 5 трав, заставляя даосского священника и боевого предка Ли спокойно вздыхать. Тем не менее, следующий молодой человек из долины Желтого Клена прежде, чем выложить свои растения, замешкался какое-то время. С большим позором он вытащил только 3 духовных растения. Эта сцена произвела огромное впечатление на боевого предка Ли, и его, но чуть ли не скривился от злости. Он уже собирался раскрыть рот, чтобы упрекнуть его. Это было потому, что у него не было никакой уверенности в том, что Хань Ли или хитрый старший могут принести достойный урожай. Теперь настала очередь Хань Ли, чтобы выйти вперед, но кто знал, что хитрый Сян Чжили опередит Хань Ли, почтительно вытащив 2 пурпурных обезьяньих цветка. Из-за этого боевой предок Ли был крайне удивлен, и его лицо сразу же сделалось намного приятнее. Однако, чтобы выиграть, требовалось намного больше растений. Хотя у него и было на 1-2 духовных растения больше, чем у учеников из секты абсолютной пустоты, пока последний человек другой стороны не достанет свой урожай, он определенно может проиграть. У него не было никакой надежды, что урожай Хань Ли будет слишком большим, считая, что Хань Ли, в лучшем случае, будет равен урожаю хитрого старика. То, что низкоуровневые ученики принесли 1 или 2 духовных растения, уже было само по себе не так уж и плохо. В этот момент боевой предок Ли взглянул на Фуиньцзы, надеясь увидеть его обеспокоенный взгляд, тот также смотрел на него. Встретившись взглядами, они тут же отвернулись друг от друга, продолжая с азартом наблюдать за результатами. Последним даосским священником был седовласый, пожилой мужчина. Выйдя вперед, он начал вытаскивать одну духовную траву за другой. Эта его медлительность заставила множество людей закатить глаза. Однако, когда он вытащил 5 духовных растений подряд и все еще продолжал что-то доставать из сумки, выражение лица боевого предка Ли мгновенно изменилось, в то время как Фуиньцзы обрадовался. Ученики из секты маскирующейся луны, дожидающиеся своей очереди, проявили интерес к происходящему. Судя по всему, этот последний седовласый даосский священник вытащил 7 духовных растений, в результате чего все наблюдавшие были очень удивлены. Когда боевой предок Ли увидел это, его лицо буквально потемнело от огорчения, в то время как даосский священник взволнованно переключил свое внимание на других учеников из секты маскирующейся луны, полагая, что победа над долиной Желтого Клена ему уже обеспечена. В это время Хань Ли вышел вперед. Другие люди только равнодушно взглянули на него, прежде чем вернуть свой взгляд на учеников секты маскирующейся луны, полностью игнорируя его. Боевой предок Ли тоже видел это и даже не взглянул на Хань Ли вовсе, считая, что он уже потерял возможность победить. Хань Ли был всего лишь на 11 уровне, так что это практически ничего не значило. Хань Ли не обращал внимания на действия других людей и даже вовсе не искал созревшие духовные растения. Это объяснялось тем, что в каждой секте у предводителей были специальные животные, похожие на белок, которые могли ощущать даже с расстояния в 30 футов каких-либо духовные растения в возрасте более 100 лет. Даже если бы они были в сумке, они все равно могли их учуять. Таким образом, каждый ученик, вышедший из запрещенной зоны, был обнюхан этим животным перед тем, как ему разрешалось уходить. Это было сделано для того, чтобы ученики не смогли каким-либо образом скрыть духовные растения. Прибыв на место, Хань Ли держал в руках сумку, которую он давно приготовил. Затем он взмахнул рукой, положив ее рядом. После вспышки белого света огромная груда примерно из 20 или около того разноцветных духовных растений вывалилась на землю в огромную кучу.